Это случилось в 2007 году, когда группа подводных археологов из Северо-Западного Мичиганского колледжа под руководством профессора Марка Холли проводила рутинное картографирование дна озера Мичиган в заливе Гранд-Траверс. Они искали затонувшие корабли XIX века, обычная работа для специалистов по морской археологии. Но гидролокатор бокового обзора выдал нечто, что заставило их забыть про корабли навсегда. На глубине 12 метров, на песчаном дне, проступили правильные геометрические очертания, кольца из валунов, выстроенные с такой точностью, будто их размечали по линейке. Сначала Холли решил, что это естественное обнажение коренной породы или, возможно, затопленный мол древнего причала, но когда он опустил камеру в мутную воду, его ждал шок. Мы увидели два концентрических круга, один диаметром около 6 метров, другой — 12, соединенные длинной каменной грядой. Рассказывал он позже в интервью местному изданию Трирс Сити Рицардиагли. Каждый блок весил не менее 1,5 тонн, и они были уложены так, будто их специально подгоняли друг к другу. Мы поняли. Это не природа, это рукотворный мегалитический памятник, и ему, по предварительным оценкам, не меньше 9000 лет. 9000 лет. Это означает, что подводный комплекс старше знаменитого британского Стоунхенджа на целых 4000 лет и на 2000 лет старше первых египетских пирамид. Но главный сюрприз ждал ученых впереди, когда они принялись детально изучать поверхность главного валуна, возвышающегося в центре малого круга. На этом гранитном монолите, покрытом слоем водорослей и отложений, они заметили странные параллельные линии, которые не складывались в естественный рисунок трещин. Холли привлек специалиста по эпиграфике, и тот, очистив камень, ахнул. Перед ними было четкое, стилизованное, но узнаваемое изображение животного с массивным телом, длинным хоботом и 2 внушительными бивнями мастодонта. Существа, которое, по данным палеонтологии, вымерло на территории Северной Америки около 10 800 лет назад. То есть создатели этого мегалита, жившие примерно 9000 лет назад, вырезали на камне зверя, которого не могли видеть вживую уже почти 2000 лет. Как такое возможно? Это все равно, что мы сегодня нарисовали на стене динозавра таким, каким его реконструируют ученые, заявил в интервью журналу Archaeology доктор Джон Оши, куратор отдела антропологии Мичиганского университета. Для древних охотников мастодонт был либо легендой, передаваемой из уст в уста сквозь сотни поколений, либо они обладали знанием о нем, которое мы не можем объяснить в рамках хронологии. Но как только новость просочилась в прессу, разразился скандал. Консервативное крыло археологов немедленно объявило изображение естественной эрозии или игрой света, а возраст сооружений поставили под сомнение, заявив, что подводные течения могли сдвинуть камни и создать иллюзию круга. Однако Холли и его команда провели дополнительные сейсмоакустические исследования и взяли пробы керна из осадочных слоев, перекрывающих основания валунов. Анализ радиоуглеродным методом органических остатков, захороненных под камнями, дал неоспоримую датировку. 8900930 лет назад. Это не камни, которые случайно упали с ледника, парирует Холли в своей еще не опубликованной работе. Глыбы имеют следы механической обработки, на некоторых видны пазы и выступы, позволявшие скреплять их между собой без раствора. Мы имеем дело с полноценным мегалитическим комплексом, и он вполне осознанно был ориентирован по сторонам света. Правда, не на Солнце, а на восход звезды Сириус, что не характерно для более поздних культур. И тут начинается самое интересное. Если принять датировку, то строители жили в эпоху позднего палеолита, когда основным занятием людей была охота на мелкую дичь и собирательство. Как кочевые племена, не знавшие колеса и металла, смогли добыть в каменоломнях, которые находятся за сотни километров от озера, многотонные гранитные блоки, доставить их на берег, а затем установить в строгом геометрическом порядке под водой. Ведь 9000 лет назад уровень озера Мичиган был значительно ниже, примерно на 2530 метров, потому что огромная масса льда еще не растаяла и земная кора была придавлена. Значит, сооружение изначально возводилось на суше, на возвышенности,
А потом, когда ледники отступили и уровень воды поднялся, оно оказалось затопленным. Но это поднимает еще более острые вопросы. Для чего людям той эпохи понадобились сложные астрономические и инженерные знания? Зачем им нужна была каменная обсерватория, если они вели примитивный образ жизни? Профессор Генри Райт из Института арктической археологии высказал гипотезу, что на самом деле этот комплекс не храм и не обсерватория, а гигантский календарь, позволявший вычислять время нереста рыбы в Великих озерах. Эти люди зависели от сезонных миграций осетров и форели, говорит он в документальном фильме Deep Secrets of the Great Lakes 2022. Если они могли точно предсказать приход весны, они выживали. Но даже для этого достаточно 2-3 камней, а тут целая архитектурная конструкция – явный избыток. Его оппонент, доктор Элизабет Громан, специалист по древним символам, настаивает на ритуальном значении. Вырезанный мастодонт – это тотем, дух-покровитель клана. Они поклонялись ему, а камни служили алтарем для жертвоприношений. Может быть, они верили, что дух мастодонта обитает в этом месте, и круги символизируют вход в Нижний мир. Но ее коллега, физик Дэвид Хартман, предложил шокирующую теорию. Обратите внимание, что второй камень, который находится на внешнем кольце, имеет идеально ровную верхнюю поверхность, на которой заметны следы термического воздействия. Я предполагаю, что это была древняя лаборатория, где они плавили кварцевый песок для получения примитивного стекла, а круги служили отражателями звука. Возможно, они использовали акустические волны для охоты или связи. Но самое мистическое толкование предложил известный популяризатор эзотерических учений Грэм Хэнкок в одном из своих онлайн-выступлений. Подумайте, что такое 9000 лет назад. Это время сразу после потопа, когда уровень Мирового океана подскочил на 100 метров. Эти камни могли быть частью навигационной системы погибшей цивилизации, которая знала о грядущем затоплении и пыталась сохранить знания. Мастодонт – это не просто зверь, это символ той древней эпохи, возможно, герб атлантов. Но есть одна деталь, которая не дает покоя всем. Изображение мастодонта на камне, по мнению палеохудожников, поразительно точное. Учтены пропорции тела, изгиб бивней и даже намек на шерсть, что характерно для шерстистого мастодонта, обитавшего в северных широтах. Как люди, жившие через 2000 лет после его исчезновения, могли так детально его воспроизвести? Возможно, они видели сохранившиеся трупы животных в вечной мерзлоте, которые хорошо консервируются. Но тогда они должны были иметь развитую культуру изображения, а мы не находим подобных образцов в этом регионе, только примитивные линии на костях. Профессор Холле признается в интервью The New York Times. Мы в тупике. Либо мы ошибаемся в датировке вымирания мастодонта на несколько тысяч лет, либо у этих людей существовала письменная традиция, которая не оставила следов. Оба варианта разрушают привычную картину истории. В 2025 году, когда была проведена новая трехмерная лазерная съемка памятника, выяснилось, что валуны образуют не просто круги, а сложную спираль, закрученную против часовой стрелки, и что в центре спирали находится неглубокая чаша, возможно, для огня или воды. Совпадение ли, что подобные спирали встречаются в мегалитах Ирландии и на острове Мальта, которые датируются более поздним временем? Некоторые исследователи уже заговорили о том, что озеро Мичиган могло быть перекрестком древних трансатлантических контактов. Но скептики не дремлют. Доктор Карл Ларсен из Геологической службы США заявляет: «Давайте посмотрим правде в глаза. Камни могут образовывать круги под действием ледниковых подвижек. А изображение мастодонта – это не более чем сочетание естественных выбоин, которые наша психика дорисовывает как фигуру». Исследования показали, что процент совпадения формы с мастодонтом не превышает 45%. Однако его аргументы разбиваются о факт. На этом же валуне есть вторая, частично стертая фигура, которую идентифицируют как человека с копьем, и она уже не поддается естественному объяснению,
слишком четкие линии, нанесенные на глубину до сантиметра. Взвесив все за и против, Национальное управление океанических и атмосферных исследований, НОР, внесло этот объект в список охраняемых подводных археологических памятников, но официально рекомендовало не проводить широких раскопок до появления более щадящих технологий. Мол, не тревожьте тайну, она еще себя покажет. А пока тайна остается неприкосновенной. Вода озера Мичиган, ледяная и темная, скрывает от нас послание, которому почти 10 тысяч лет. Кто были эти люди, умевшие считать звезды, обрабатывать гранит и оставлять рисунки зверей, которых они никогда не видели? Может быть, они были не примитивными охотниками, а остатками более древней, высокоразвитой расы, которая погибла в катаклизмах Послеледниковья. Или, возможно, это была колония пришельцев, оставивших маяк для своих. Как бы то ни было, подводный Стоунхендж Мичигана – это не просто груда камней, это капкан для нашего разума. Он ставит под сомнение все наши представления о линейной истории человечества, о том, как быстро мы учились и как легко забывали. Один из членов экспедиции, водолаз Рассел Грин, вспоминает свой первый спуск. Когда я коснулся этого валуна с мастодонтом, меня пробрал холод не от воды, а от ощущения, что я прикасаюсь к чему-то, что не должно было сохраниться. Я почувствовал, будто они знали, что их затопит, и они оставили это нам, чтобы мы вспомнили. И в этом, возможно, кроется главная метафизика всей истории. Мы стоим на пороге разгадки, но не торопимся ее найти, потому что боимся, что она окажется страшнее, чем наше воображение. Остается только ждать, когда технологии позволят нам проникнуть под толщу ила и достать со дна ключ к цивилизации, которой официальная наука отказывает в праве на существование. А пока это самая леденящая душу загадка Америки, спрятанная в самом